Уважаемые гости, дорогие соотечественники, aziz ve hürmetli bacı ve kardeşlerimiz, сегодня первый день весны, 1 марта 2012 года. Я хочу поздравить вас с этим событием. Весна – это зарождение природы, это новые мечты, новые желания. Каждая семья ждет этого дня, когда она будет праздновать этот светлый день. Мы сегодня собрались в этой красивой аудитории для того, чтобы определиться азербайджанцам, проживающим в Москве, в России, как им дальше жить накануне 4 марта 2012 года, когда в стране происходят исторические события, выборы нового президента Российской Федерации. Азербайджанцы, проживающие в России, они не могут оставаться безучастными к судьбе России, к ее будущему и к своей судьбе. Мы поэтому, как все народы, проживающие на территории Российской Федерации, также хотим активно участвовать в этой исторической кампании предвыборной, когда будет избираться новый президент нашей страны. Российско-азербайджанские отношения, они складывались не один год, не одно десятилетие, они складывались веками. Эта дружба пронесена нашими дедами и прадедами. И сегодня от нас, от нашего поколения и поколения молодежи, которые сегодня идут и берут эстафету этой дружбы, многого не зависит делать. Наши деды и прадеды оставили нам завещание, что мы, азербайджанцы и русский народ, должны жить в мире во взаимном понимании. За последние годы, после развала Советского Союза, Россия и Азербайджан приобрели свою независимость. Это стали два молодых независимых государства. И я помню 91 год, когда распался Советский Союз, в каком состоянии были наши республики, наши страны, наши государства. Но Россия и тогда была великой, великой не по просторам, не по объемам морей и рек, она была великой своей историей, своим великодушием, своим благородством и той поддержкой, которая оказывалась всем народам бывшего Советского Союза. За это мы благодарны России, русскому народу и многонациональному единству российского народа. Дружба наших руководителей, светлая память общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиевичу Алиеву, который делал все для того, чтобы Азербайджан был с Россией, чтобы Азербайджан с Россией занимался созиданием, чтобы государственное строительство наших республик шло параллельно. Сегодня этот курс продолжает президент Азербайджанской республики, уважаемый Ильхам Гейдарович Алиев. Мы очень горды, что наши народы, они живут по близкому соседству. У нас есть общие границы, у нас есть общие геополитические и геостратегические интересы. И мы очень рады, что мы можем, азербайджанцы, проживающие в Российской Федерации, сделать свой выбор. Вы знаете, 8 октября 1999 года, после произошедшего дефолта, когда развалилась вся экономика, когда Россия была в хроническом экономическом спаде,
когда не было возможности платить людям зарплату, когда люди жили очень бедно, когда политический имидж России был на самом низком месте, вот в этот период к власти, в правительство пришел молодой, энергичный, очень харизматичный, талантливый человек Владимир Владимирович Путин. И когда на первом заседании глав правительств в Ливадийском дворце в Ялте Владимир Владимирович Путин обратился ко всем своим коллегам, руководителям правительств. Он сказал: я вас очень прошу, каждый из вас, пожалуйста, защищайте интересы своей страны. Я вам обещаю, что я буду защищать в первую очередь интересы России. И тогда меня поразило вот это чувство патриотизма перед своей страной, перед своим государством, перед своим народом. И после первого визита президента Российской Федерации в 2001 году, в январе месяце, Владимира Владимировича Путина в Азербайджан, началась новая эпоха развития двухсторонних азербайджанско-российских отношений. Товарооборот за последние годы с 80 миллионов долларов достиг более чем 2,5 миллиардов долларов. Россия начала успешно развиваться. Российская экономика начала возрождаться. Российский народ начал жить лучше. Обороноспособность России стала еще сильнее. Кто сегодня не хочет это увидеть, это слепые люди. Кто не хочет об этом слышать, они все глухие. Надо дать оценку, что за эти последние годы, благодаря этому человеку, Владимиру Путину, Россия стала новой, стала возрождаться. И сегодня вся надежда на то, что Владимир Путин, он будет строить новую Россию. Он автор новой демократической России. Он будет вести Россию только вперед. Россия будет прогрессировать и найдет свое достойное место в мировом сообществе. Дорогие друзья, я обращаюсь к вам, гражданам России, к азербайджанцам, проживающим в Российской Федерации, к нашим соотечественникам. Сегодня решается судьба российского государства. Сегодня решается судьба наших детей, нашего будущего поколения. Мы знаем, мы верим, мы уверены в том, что только Владимир Путин, такой сильный, харизматичный, мужественный, порядочный и правильный руководитель, поведет Россию вперед, а азербайджанцы Российской Федерации рядом с ним